tell you. Всем привет! Это наш новый выпуск, и сейчас мы находимся на Иссык-Куле. Город Балыкчи, который находится позади меня, является своеобразными вратами вообще полностью в Иссык-Кульский край. Именно с него начинается все путешествие всех тех, кто желает посетить это озеро. На этой неделе мы выделили немного времени, чтобы полностью объездить это озеро и снять для вас все самое интересное. Огромное высокогорное озеро Иссык-Куль глубиной в 700 метров – настоящее сокровище жемчужины нашей планеты. Находится оно в окружении пиков пятитысячников. Такое редко где увидишь. И находится оно очень близко от Алматы, всего лишь нужно пересечь горную гряду Алатау. Но это не так-то просто, потому что автомобильная дорога ведет через длинный объезд. Сначала заезжаем в Жамбылскую область, потом через поселок Кордай попадаем в столицу Кыргызстана Бишкек. И только оттуда, через горный перевал, мы попадаем в Иссык-Кульскую область. Дорога ориентировочно занимает от 6 до 8 часов. К нашему приезду здесь решил надвинуться шторм. С той стороны уже дождик идет, но со стороны озера этого не видно. Именно сейчас мы пойдем туда немножко прогуляться и показать, как живут и местные жители, и какая сейчас погода на озере. Балыкчи – небольшой город, население которого около 40 тысяч. Он расположен на берегу залива на западной оконечности озера. Сегодня здесь занимаются рыбалкой и торговлей. А в советское время здесь был промышленный центр Иссык-Кульской области, большой мясокомбинат и зерновой элеватор. Через Балыкчинский порт проводились все грузовые отгрузки по региону. Сейчас все предприятия больше не работают. Мы переночевали на территории старого порта и промзоны. Многим может показаться, что ничего интересного не найдешь здесь, но это по-своему атмосферное место. Наш день начался с романтичного завтрака на железнодорожном вокзале. Бурная жизнь ушла отсюда много лет назад. Там, где раньше работали тяжелые машины и станки, сейчас пасутся овцы и поют петухи. Старый порт и комбинат пронизаны тишиной, воспоминаниями былых дней, спокойствием, которое, кажется, пришло сюда навеки. Хотя, конечно, жизнь продолжается. Мы увидели в промзоне этот яркий, жизнерадостный локомотив и по-детски ему обрадовались. Вообще чувствуется, что жители Балыкчи очень любят свой город, хотя сейчас ему приходится и непросто. Это была моя 9-я поездка в Чолпон-Ату. Казалось бы, весь город изучен и прохожен мной вдоль и поперек. Но каждый раз я гуляю по уже полюбившимся местам и также нахожу в нем что-то новое и интересное для себя. Например, в этом году там начали строительство парка аттракционов, и в следующем году, думаю, получится его посетить. За эти 10 лет я с удовольствием наблюдаю за тем, как бурно развивается город,
и, несмотря ни на что, возвращаюсь от него с новыми и новыми впечатлениями. В городе есть кинотеатр, несколько рынков, и для маленького города аж целых 4 музея. Мы приехали в мой самый любимый город Иссык-Кульской области, это город Чолпон-Ата. И первым делом, что мы решили сделать, это посетить музей. Пойдемте посмотрим. Я вижу перед собой потрясающий макет Иссык-Кульских гор, Иссык-Кульского края. И очень красиво и просто потрясающе показана глубина этого озера, как оно примерно выглядит. Отмечены все города, отмечены все природные какие-то парки, какие-то природные достопримечательности, реки, которые впадают сюда. И представляешь, где ты находишься и насколько оно огромное. И я уже вижу ту часть пути, которую мы уже проехали, и в предвкушении той части, которая еще впереди. Площадь самого озера 6232 километра, длина 178 километров, ширина 60 километров, и глубина она варьируется, но около 700 метров. Стенд, который рассказывает об основателях кыргызского государства, об основателях отдельных племен. Несколько здесь биев есть, которые являлись представителями своих родов. Они все или иначе каким-то образом влияли на историю кыргызов. Вкратце под каждой подписью этих фотографий есть их какие-то вот заслуги. Посещая этот музей, вы можете ознакомиться с очень интересной и тоже очень непростой историей кыргызского народа. Учитывая, что казахские и кыргызские народы – это братья, то большая часть домашней утвари, связанные с кочевьем, скотоводством, она идентичная. Находясь в центре Чолпон-Аты, мы увидели, как все готовятся к сезону. Но самое интересное – это вот этот вот фонтан, который сейчас готовят к тому, чтобы он запустился. Этот фонтан и девушка Чолпон, которая его возглавляет, очень красиво смотрится на фоне голубого неба. И когда вода бьет ключом, есть ощущение, что она будто бы поднимается из этого напора воды. Некогда красивый фонтанчик для питьевой воды превратили сейчас в подобие камина. Куча надписей. Ну, вандалы постарались, одним словом. Это зона летнего кафе с сохранившимся старым полом и неким таким подобием шатра. Если обратить внимание, то бетонные балки распределены таким образом, что в яркую солнечную погоду здесь была в основном тень. Это такой некий прием архитектуры, когда ничего сложного в виде крыши, в виде каких-то тяжелых настилов не сохраняется, все это убирается и просто бетонными блоками, а Советский Союз любил у нас бетон и железо, и бетонными блоками просто ставилась друг за дружкой. И на самом деле, если так присмотреть, то большая часть – это тень. Прежде чем доехать до озера, мы решили заехать в музей под открытым небом, где есть петроглифы. Знали ли вы, что кроме озера на Чолпон-Ате можно посмотреть вот на такой музей, где есть и петроглифы, и балбалы, и каменные круги? Если не знали, то отправляйтесь в путешествие сейчас вместе с нами. На входе в сам музей в первую очередь вы встретите вот такую карту, где указаны 3 варианта маршрутов. В зависимости от времени вы можете выбрать короткий, средний и самый длинный по продолжительности. Он длится около 2 часов. Мы пойдем по самому длинному. В самом начале можно будет увидеть вот такой огромный камень. Все рисунки оригинальные. Вход, я забыла сказать вам, что он платный. Сейчас это 80 сом с человека. Нас встретил приветливый гид, объяснил, как нам лучше пройти, чтобы не сильно петлять по этим кругам, по этим маршрутам, и максимально использовать время по назначению. Здорово, что возле каждого практически есть вот такие вот описания, что это, какому веку принадлежит, и рисунок. То есть не нужно стоять, догадываться, откуда, что это, и понимать. В основном, конечно, можно встретить изображение козлов, изображение охоты, но вот тут мы увидели оленя.
Если вот приглядеться, то вот они его рога, мордочка, вот они ножки и туловище. Подальше встать. На этом камне мы увидели прям целую сцену охоты. Вот человек, верблюд, здесь многочисленные козлы, и вот тут это всадник на коне. Примерно на середине вашего маршрута, неважно какой вы выберете, короткий или длинный, вы можете увидеть вот таких вот балбалов. Такие каменные изваяния. Эти балбалы тоже мне напомнили кое-кого, поэтому с ними так вот можно сфотографироваться на память и потом показать фото тому человеку, на кого он похож. Правда? Отдельным сюрпризом для нас стало существование в Чолпон-Ате музея-библиотеки Мухтара Әуезова. Оказывается, правительство Кыргызской ССР подарило известному казахскому писателю дачу на Иссык-Куле, где он в последние годы жизни проводил много времени. В наше время семья Мухтара Әуезова передала дому Министерства культуры Кыргызстана, где и был образован музей-библиотека. Мы, к сожалению, не попали в него, так как смотритель был болен, но обязательно вернемся сюда в следующий раз. Побывав в Чолпон-Ате, мы поехали дальше в Бастыри. Это совсем недалеко, в минутах 10-15. Многие считают Бастыри центром пляжного отдыха и развлечений. Тут есть парк развлечений на берегу, много зон отдыха, дискотек. На выходных в Бастыри проходит ярмарка, куда съезжаются ремесленники и туристы со всей области. И, конечно, классика бесплатных развлечений на Иссык-Куле – это веселые прыжки в воду с пирса. Но на пляжах можно также полетать на параплане, дельтаплане. Доступны скутеры, надувные бананы или бублики, катеры в аренду. У многих зон отдыха есть баня на пляже или даже прямо на воде. Также на въезде в Бастыри расположена крупнейшая в Кыргызстане игровая арена, где проходят ежегодные соревнования, которые называются «Игры кочевников». Тут команды из многих стран соревнуются в скачках, соколиной охоте и других традиционных видах спорта. Через несколько дней мы уехали с пляжа, заряженные отдыхом и загоревшие. Бодрящая вода, жаркое солнце, чистейший горный воздух, вкусная рыба. У какого алматинца не растает сердце от упоминания отдыха на Иссык-Куле? Сама дорога по Иссык-Кульской области тоже оставляет прекрасные впечатления. Отличный асфальт, красивые виды. Часы дороги пролетают незаметно. И вот мы приезжаем в город Каракол, центр Иссык-Кульской области. Это красивый город, выросший из казацкого укрепления, основанного всего на 15 лет позже Верного. В Караколе хорошо сохранился старый город с дореволюционными зданиями и церквями. Раньше город назывался Пржевальск, названный в честь известного русского путешественника Николая Пржевальского, который погиб во время экспедиции от брюшного тифа в этом городе и завещал похоронить его на берегу Иссык-Куля. Сегодня Каракол довольно большой город с населением 80 тысяч. Он известен больше как центр горного туризма. Недалеко находится известная и хорошо развитая горнолыжная база. Много туристов приезжают сюда со всего региона покататься на лыжах, сноубордах зимой. И говорят, что трасса очень хорошая, а цены довольно-таки приемлемые. Пока сама лично не проверяла, но у меня все впереди. Также рядом с городом находятся многие горные достопримечательности – каньоны, водопады, ущелья. И недалеко еще есть соленое озеро. Мы приехали наконец-то в город Каракол, добрались до него очень легко, дорога очень хорошая. И сейчас, осматривая достопримечательности города, мы решили посетить зоопарк. Уникальность этого места состоит в том, что он единственный на всю страну, на всю Киргизию. Пойдемте вместе посмотрим, кто там обитает.
Животные настолько привыкли, что их кормят с рук, что они подходят близко к забору, открывают рот и просят что-нибудь им кинуть туда. Зоопарк по площади на самом деле не очень большой. Достаточно, наверное, минут 30, если вот на один день вы выбрались в Каракол и хотите все посетить. Достаточно получаса, может быть, если с детьми, то часа, чтобы все обойти, потому что здесь очень все близко, все вольеры друг к другу очень близко находятся, и, в принципе, вот пройти от одного животного к другому не составляет труда. Здесь обитают волки, только что вот они, их можно, кстати, вот увидеть, семейство волков. Видно, что они активно линяют, потому что шерсть везде клочьями валяется, и волки сами по себе выглядят достаточно так похудевшими. Вот, смотри, какой красивый. Это девочка. Линяет. Глазочки такие. У них рожки тоже пробиваются. Молодняк. Для меня было удивительным встретить здесь льва. Настолько близко, нас отделяет буквально метр от его клетки. И удивительно то, что в Алмате они далеко находятся, и в дневное время они прячутся от посетителей, от жары. А здесь когда я увидела его лежачим, даже немножко удивилась, что такое возможно. Как спать хочется, да? Как ему жарко здесь. Какие усы у него красивые, нос какой у него огромный, ушки. Видишь, я впервые льва, вот в метре от меня лев. Львом видно, что очень хорошо ухаживают, потому что, подойдя к вольеру, не чувствуется ни запаха, в поилке чистая вода, какие-то игрушки для него своеобразные там придуманы. И учитывая, что он не бросается на посетителей, видно, что он достаточно контактный. Очень красивый лев. Мы потревожили его, потому что пришли в дневное время, самый сладкий сон, послеобеденный. Но он немножко решил для нас попозировать. Да, это лошадь Пржевальского. Это два молодых яка. Мы как раз попали на время кормежки, и все животные в это время выходят из своих вольеров, из тени, и как будто специально нам позируют. Подбирают там. Несмотря на то, что в зоопарке не так много животных, он произвел приятное впечатление. Для небольшого города это достаточно интересная возможность провести время с семьей, провести выходной. Но так как мы всего здесь на один день, мы отправляемся дальше. Буквально в 300-400 метрах от зоопарка находится сам парк аттракционов. Некоторые карусели из них, к сожалению, не работают, но вот веселые горки или как аренда батута, аренда автомобилей и там дальше какие-то карусели, качели, вот на них можно будет и покататься. В целом парк очень дружелюбный и очень зеленый. Все аттракционы здесь не современные, а советские. Достаточно ностальгический, потому что в таких же я тоже каталась. В таких же катались мои родители, бабушка с дедушкой. Я думаю, что им приятно будет увидеть это вот на нашем выпуске. На границе самого парка имеется теннисный корт, где вот там молодой человек тренируется. В парке очень много молодежи и детей, несмотря на то, что это будний день. И еще в дневное время.
Музей Каракола находится в старой части города, и прямо перед ней фрагмент исторической брусчатки, как в Алматы. Это выставочный зал фотографий Эллы Майер. Я хотела сюда попасть, но не была уверена, что он будет открыт. И нам повезло, что для нас открыли музей. То есть рабочее время музея до 5, но мы попросили, и в 6 часов вечера для нас открыли музей. Насколько я знаю, у Эллы Майер очень редкие художественные фотографии, показывающие жизнь и быт кыргызов в период кочевья и в период, когда они стали постепенно переходить к оседлому образу жизни. То есть даже посмотрите на эту фотографию, да, все ездят только на конях. То есть понятно, что это начало 20-х годов. Нету каких-то улиц асфальтированных, центральных. Или вот, например, фотография девочки, которая одета в национальную одежду, и на голове у нее бörk, то есть меховая шапочка с перышками филина или другой птицы. На мой взгляд, эта фотография – это единственное, что абсолютно не поменялось в Киргизстане. Это огромный жайляу. Это скакуны и мальчики. Смотри, какое лицо. Доброе, дедушка и внук. Отец и сын, которые находятся под контролем колхоза. Стоянка Сарычат, Тяньшань. Я нашла одну из фотографий. На мой взгляд, это уникальный кадр, потому что здесь изображена Алма-Ата. И это Вознесенский собор, который сейчас находится в парке 28 панфиловцев. Обратите внимание на надпись «Центральный музей», и на латинском казахском языке написано «Казахстан, Орталок музей». Интересно, что надпись сделана на латинице, и это был период, когда из храма, после того, как весь город был уничтожен землетрясением, советская власть пожалела его, и из него превратила, из этого здания превратила в музей. То есть как здание оно не было уничтожено, но его фактическое предназначение было заменено. И уже спустя годы он потом из музея опять вернулся в статус храма. Одно из самых исторических зданий Каракола – это Дунганская мечеть. Сделана она без единого гвоздя, как утверждают историки и архитекторы. Приятно, что за такими архитектурными ансамблями по-прежнему следят. Оно сейчас является большей частью музеем. Посмотрите внимательно, какая красивая, аккуратная ручная работа. Башня, с помощью которой раньше призывали к общей молитве, сейчас это делает рупор. Строительство мечети началось в 1904 году и закончилось в 1907 году. Строительство возглавлял китайский архитектор, и в помощь ему было приглашено 20 китайских резчиков по дереву. Поэтому все такое очень искусное, все одинаковое. И здесь использованы на крыше, в самом здании, в узорах традиционные приемы китайского зодчества. Для строительства подсобных помещений уже были приглашены местные мастера, поэтому и узоры подсобных помещений, и декорации, они отличаются.
Для строительства здания были использованы уникальные способы вырубов, что позволило обойтись без каких-либо металлических предметов, такие как гвоздь или колышки. Свято-Троицкий храм был построен в конце XIX века. Это крепкое прямоугольное деревянное здание. Примечательно, что сильным землетрясением 1889 года были уничтожены практически все каменные церкви Семиречья. После было принято решение строить только сейсмостойкие деревянные храмы. Все достопримечательности находятся недалеко друг от друга. Можно не торопясь гулять от одного места до другого. Старые купола были демонтированы, видимо, был небольшой ремонтик. Новые уже красуются на крыше. Вот и пришло время нам погрузиться в горную атмосферу. Наш путь лежит вглубь хребта Терские-Алатоо, ущелье Жетоугус. Слово «Терские» означает «северная сторона склона». Так называют горы с южной стороны Иссык-Кульской котловины и смотрящие на Иссык-Куль северной заснеженной стороной. Хребет с другой стороны, ближе к нам, к Алма-Ате, называют Кунгей-Алатоо. Сейчас мы приехали в ущелье Жетоугус. Они как раз, эта достопримечательность природная, находится прямо за мной. Мы решили здесь пробыть какое-то время и поехать до конца ущелья. Посмотрим, что интересного ждет нас впереди. А впереди нас ждут потрясающие виды на монументальную гряду красных скал Семь валов, или Жетоугус. Они великолепны. Сложно описать их только словами, их просто нужно увидеть. Это очень красивое сочетание ярко-красного камня и густых зеленых тяньшанских елей. Когда смотришь на скалы сверху, складывается ощущение, что это огромный осколок из другой планеты врезался в нашу Землю с космоса и теперь поражает нас своим величием. На прохладных зеленых горных лугах расположились семьи чабанов, выгоняющих в горы свои стада. Жизнь здесь в горах размеренная, простая, не осложненная нашей каждодневной суетой и информационным мусором. Люди каждый день внимают величественному молчанию гор, заботятся о своих подопечных животных, пьют чистую родниковую воду. Им не приходится постоянно беспокоиться о наших городских проблемах и конфликтах. Когда я вижу это, приходит осознание, какую другую и тем не менее по-настоящему полноценную жизнь ведут люди в разных местах Земли. Дети с удовольствием говорят о том, что кормят свои семьи и предлагают недорогие прогулки на лошадях по горам. This morning has so clear a light as any to see the horizon and the far. Excuses were two for a penny, but they've all gone out the window of this car. And when I feel the wind on my
В последний день пребывания в ущелье мы отправились в небольшой поход на водопад верхом на конях. Водопад называется Девичьи косы. Его высота около 25 метров, и находится он на высоте 2460 метров. Путь для него несложный, даже физически неподготовленный человек легко дойдет до него. Но мы решили поддержать местных молодых кормильцев и отправились верхом. С верхней части маршрута открывается панорамный вид на ущелье и горы. Да, лучше гор могут быть только горы. Я каждый раз убеждаюсь в этом, и чем больше гор я вижу, тем больше хочется увидеть еще и еще. Это касается и долин, перевалов, пиков. Я уверена, что многие зрители чувствуют то же самое. В это ущелье я еще вернусь, но уже для более сложных походов по горам. И вот мы снова на дороге. Начинаем замыкать кольцо вокруг Иссык-Куля. Едем по южному побережью. Здесь уже меньше машин, туристов, курортов. Поселки сменяются поселками, и мы видим различные ландшафты. На южном берегу хочется наслаждаться тишиной, спокойствием. Это местность для своеобразного экотуризма. Хочется быть ближе к природе, к местным жителям. На южном берегу есть местность, где отроги Терские-Алатоо становятся очень сухими, красными и почти инопланетными. Жители Иссык-Куля называют их каньон Марс. Очень метко, по-моему. Немножко компьютерной графики, и Ридли Скотт мог спокойно бы снимать здесь своего марсианина. Вообще название Алатоо или Алатау по-нашему, как никакое другое, хорошо описывает сущность этих хребтов. Пестрые горы, они могут быть какими угодно, заснеженными, зелеными, пушистыми, красными, сухими, пегими, каменистыми, сыпучими, скалистыми, гладкими. Это поразительное разнообразие ландшафтов. Пляжи на южном берегу обычно очень чистые и немноголюдные. На них, я уверена, очень приятно рыбачить, жить в кемпинге, купаться в небольших заливах. Мы проезжали также возле одного примечательного места южного берега. Это начатый в нулевых годах и недостроенный этнокультурно-развлекательный центр. Его размах удивляет, есть ощущение, что все жители побережья могли бы здесь уместиться. На кадрах видно, что это был интересный проект. На стенах красивые фрески, сцены с потрясающим видом на озеро, каменные юрты. Но, к сожалению, проект не получилось завершить и реализовать, и вот печальное напоминание о незавершенном деле. В свою очередь, очень приятные эмоции оставляет еще одна достопримечательность южного берега. Это санаторий Министерства обороны рядом с поселком Танга. Этот санаторий был основан в 1932 году, то есть 90 лет назад. И некоторые здания и корпуса отлично сохранились с того времени. Это на самом деле уникальный санаторий по нескольким причинам. Он очень хорошо сохранился, лечебный корпус и территория, скульптуры, интерьеры. И до сих пор содержится в образцовом порядке. В нем есть удивительные постройки. Например, здание бассейна, оно вообще полностью сделано из листа металла, по всей видимости из авиационного алюминия. Только представить, что сейчас кто-нибудь построил бы бассейн таким образом, вообще невозможно. Если мы когда-нибудь будем снимать здесь игровой или документальный фильм о советской эпохе, я хотела бы снять некоторые сцены в этом санатории.
Пришло время возвращаться домой, но не хотелось так быстро заканчивать свое путешествие. Обратную дорогу мы выбрали через восточные ворота Иссык-Куля, Кегинский перевал. Восточный путь пользуется не очень большой популярностью ввиду его сезонности и графика работы. Также он проходит через более высокогорное плато, чем Курдайский перевал. Около 50 километров проходит по грунтовой горной дороге, которая для нашей машины в целом достаточно проходимая. Ее преимущество для нас еще было в том, что мы попадаем сразу в Алматинскую область. Все недостатки дороги с лихвой компенсируются просто потрясающими видами на горы, поля и жайляу. Мы останавливались в пути бесчисленное количество раз, чтобы просто постоять и полюбоваться. Также приятным бонусом оказались добрые и вежливые пограничники, которые с киргизской стороны развлекали нас шутками, а с казахстанской помогали с багажом на рентгене. Когда мы проехали Кегень, внезапно пришла идея заехать на Бестюбинское водохранилище и посмотреть на закате дня на Мойнакскую ГЭС. Водохранилище оказалось очень красивым. Некоторые туристы называют его казахской Исландией. Воздух тут пронизан травами, от водохранилища дует приятный ветерок. Что скажешь? Тут невозможно обойтись без слов, как все восхитительно создано вокруг нас. Вот и закончились наши 10 дней пребывания на озере Иссык-Куль. Это было здоровское путешествие, это были очень красивые места. Я надеюсь, что вам выпуск наш очень понравится, и, возможно, что-то из того, что вы сегодня видели, вы обязательно посетите. Оставляйте свои вопросы, свои впечатления, свое мнение на нашем канале. Нам будет очень приятно с ними ознакомиться. С Кегенского перевала мы выехали на Кульжинскую трассу, примерно в том месте, где дорога поворачивает на каньон Чырын. Оттуда дорога уже хорошо знакома. В город мы заехали уже поздно вечером с восточной стороны. Вот так получилось, что наш путь прошел практически с обеих сторон горных хребтов Заилийского Алатау и Кунгей-Алатоо. Это чудесный автомобильный маршрут, и мы его обязательно еще повторим.